Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в меню сырники. Сырники у нас будут из творога, но без муки, на манке. Для этого нам потребуется жирный творог, желательно 9%. Обязательно творог должен быть как можно суше, то есть он должен быть свежий, но мы из него выжмем лишнюю влагу. Сахар 150 грамм, 40 грамм манки, 2 грамма ванилина, 3 грамма соли. На подсып у нас пойдет мука, одно яйцо нам понадобится и сахарная пудра для украшения. Также мы подадим сырники со сметаной и с вареньем. Для начала возьмем творог, высыпем его в марлю, соберем концы. Можете использовать чистую ткань. Сейчас нам нужно выжать из творога лишнюю влагу. Обратите внимание, творог у меня насколько водянистый, сколько в нем влаги. Чтобы сырники сохраняли форму, нам нужно из творога эту влагу удалить. Хорошенько выжимаем сыворотку. Сыворотка — это тоже полезный продукт, но в сырниках она нам может сделать плохое дело. Наши сырники не будут сохранять форму. Все, я творог отжал. Обратите внимание, сколько с него вышло сыворотки. Перекладываем творог в миску. Творог, он еще бывает разной зернистости. Для сырников, чтобы была равномерная консистенция, желательно брать мелкозернистый творог, или в крае его придется нам взбить блендером. Теперь отправляем к творогу манку, 150 грамм сахара, 2 грамма ванилина, 3 грамма соли и одно яйцо. Перемешиваем до однородной массы. Так как у меня творог крупнозернистый, я воспользуюсь для измельчения зернистости блендером. Измельчаем в однородную массу творог. Я довел до однородной массы. Теперь он у нас должен минут 15 постоять, чтобы манка разбухла и впитала оставшуюся влагу. Дорогие друзья, творог настоялся. Начнем формировать сырники. По весу каждый сырник желательно, чтобы был 50 грамм. Так он равномерно пропечется и в то же время останется внутри сочный. Формировать я буду на силиконовой подстилке. Если у вас нет силиконовой, можете подпылить стол или доску мукой. Но с мукой сразу хочу заметить, в процессе жарки, если у вас будет очень много муки на сырнике, то мука быстро подгорит. Скатываем шарик, формируем с помощью лопатки, шпателя или шайбочки, такие ровненькие, высотой 1,5 сантиметра. Наливаем на сковороду растительное либо оливковое масло. Обжариваем по 2 сырника, буквально секунд по 30 с каждой стороны, иначе у вас они подгорят быстро. Нам нужно добиться румяного такого красивого колера. Допекать мы их будем в духовке. В зависимости от сковороды и от нагрева вашей плиты, смотрите, насколько нужно добиться вот такого колера с 2 сторон. Сковороду брать желательно толстостенную. Перекладываем их на противень, формируем оставшиеся, скатываем шар, чтобы он у нас был без трещин, без зажимов. Почему на силиконе удобнее формировать? У нас меньше получается муки на сырниках, и они равномерно прожариваются. С мукой они у вас будут гореть неравномерно. Где будет больше муки, они будут черные. А нам нужно добиться аппетитного румяного цвета. Формируем
края и отправляем на сковородку. Сковородка уже более сильнее нагрелась, и сырники готовятся быстрее. Нагрев сковороды ниже среднего ставьте. Я прижарил несколько сырников. Отправляем их в духовку, нагретую до 180 градусов, на 10 минут. Дорогие друзья, 10 минут прошли, достаем сырники. Они разбухли, как вы можете увидеть, горяченькие. Этот я положу сюда, съем. Вот такие сырнички у меня получились. Обратите внимание, сверху их еще можно припудрить сахарной пудрой, а подать к ним можно сметану, варенье, сироп, ягоды, мед, все, что вам нравится. Сырники получаются. Я вам продемонстрирую. Обратите внимание, какие они сочные внутри, пышные, держат форму и очень-очень вкусные. Не как некоторые делают, там сухие есть невозможно. Дорогие друзья, вот такие у меня получились сырники. Эти сырники можно заготовки делать, допустим, с вечера и убрать их в морозильник. Утром достаете с морозильника прямо холодные, обжариваете на сковороде с двух сторон и отправляете в духовку также на 10 минут. Они даже, по-моему, еще сочнее у вас получатся. А сейчас я хочу попробовать сырнички. Налью-ка я сиропчика кленового и возьму-ка я сырничек. Чем хороши, вот они держат форму, не забиты мукой, как некоторые делают, и в то же время очень сочные внутри. Какие сырнички без чая. Друзья, утром на завтрак. Это не те сырники плоские, как оладушки, и сухие внутри на муке. Эти сырнички очень сочные. Видите срез? Я нажимаю, они мягкие и возвращаются, форму принимают свою обратно. Как съемочный день, так у меня все правильное питание на смарку. Все ради вас, мои дорогие. Вот такие сырники вы можете приготовить на завтрак для своих любимых внуков или детей, или просто для любимых. На этой вкусной ноте я по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви, тепла и уюта в ваших домах, светлого, ясного неба, мирного над головами. Здоровья вашим близким, детям, родителям. Будьте добрее, будьте милее, будьте отзывчивее, и вам воздастся от Всевышнего. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. С вами был Волоха. До скорых рецептов. До встречи на канале.